Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события грядут и что сегодня ожидать по движению ключевых активов: доллару, нефти, золоту, рублю и так далее. Так, но сегодня все продолжает колебаться в ожидании завтрашнего ФРС. В Китае праздник. И здесь вот есть определенная интрига. Завтра Китай выходит с праздников, и, соответственно, завтра заседание ФРС, объявление итогов. Так что здесь возможны самые непредсказуемые варианты, но в основном все они смотрят вниз. Сегодня же в 15:30 число выданных разрешений на строительство в Соединенных Штатах, соответственно, отображение, что происходит с американским строительным сектором и американской экономикой. Сегодня же запланирована речь Лагард, как раз накануне решения ФРС, что, в общем-то, наверное, добавит волатильности очень существенно. Так, друзья, ну сейчас, помимо всего прочего, еще Китай обострился. Там вот вся эта ситуация с Эверграндом и другими застройщиками, она буквально не дает никому спокойно дышать и спать. Ну, пошли вот гадания на кофейной гуще, на кого ситуация с Эверграндом из американских компаний отразится негативно, что на самом деле Evergrande не станет новым Lehman Brothers и так далее и тому подобное. Хотел просто обратить внимание на то, что на самом деле станет или не станет Evergrande новым Lehman Brothers, это особой роли не играет. Потому что то, что происходит с Evergrande, это отображение ситуации в китайском строительном секторе и китайской экономике. И поэтому, не станет он Lehman Brothers, какой-то другой станет. Хотя очень высока вероятность того, что развязка произойдет именно на Evergrande. Либо сейчас, либо чуть попозже. Пишут, что уже в течение 10 лет у нее там проблема с выплатами была по облигациям и так далее. Была, да, но все как снежный ком, оно, как правило, накапливается и в какой-то момент срабатывает. И еще такой важный момент. Как правило, люди обращают внимание на следствие, а не на причину, то, что движет. Evergrande – это следствие. На самом деле причина – это состояние китайского строительного сектора, китайской экономики и демографической ситуации в Китае. Вот и все. Вот и все, что надо знать о том, что Evergrande будет новым Lehman Brothers или не будет. Эта роли не играет, потому что если Evergrande не будет, будет что-то другое. И вот еще такой момент по поводу обвалов. Все там начинают носиться, когда немножко что-то чихнет, что вот там будет обвал, не будет обвал. Все, после 19 сентября там все там падаем. Но может быть падаем, может быть не падаем. Посмотрим динамику развития процесса. Здесь еще такой момент очень важный. Очень большой вопрос, что хуже, обвал или длительная стагнация, как это было в Японии в 90-е годы. Обвал – это быстрое действие, которое, как правило, приводит к тому, что возникает противодействие, отскок. Мы видели на примере марта 2020 года, обвал произошел, но в результате этого обвала произошел и отскок. Поэтому здесь большой вопрос. Если накопились в системе противоречия, какой вариант выхода из ситуации является более эффективным и более полезным? Все обвалить и потом все это дело отскакивать, восстанавливать? Или дать возможность постепенно сползать в бездну? Мне кажется, резкий удар и потом резкое восстановление – это более правильный и более эффективный способ. Поэтому в условиях, когда накопились огромные противоречия в китайской экономике, в мировой экономике, которые до конца не решили, мне кажется, не надо бояться обвала, надо быть к нему готовым. Единственное, к чему я всех призываю, но опять же это мое субъективное мнение, не инвестировать в Китай. Это связано с особенностью вообще в принципе функционирования китайской системы и те риски, которые это функционирование несет. Потому что в любой момент все может попасть под запрет, все может обвалиться. Если вы считаете, что такие риски для вас приемлемы, то вперед. Но надо четко понимать, что этот весь информационный шум, это гоняние туда-сюда, которое возникает в средствах массовой информации, оно связано с тем, что
нужно движение. Для того, чтобы определенные игроки, крупные институты зарабатывали, надо создавать вот эту движуху. Возможно, они знают, что с Китаем будет проблема, будет обвал. Возможно, я ошибаюсь. И действительно там все расцветет. И это не более чем мое субъективное мнение. Но им надо туда-сюда гонять. И в любом случае, если там возникнут какие-то глобальные проблемы, все внезапно упадет. Или, допустим, будет какое-то ограничение в обороте. Или там вообще акции отменят. Ну или деньги там в юане. Крупные игроки, те, которые они в теме, они всегда разгрузят позиции и выйдут, когда надо. А вот все остальные будут разгребать то, что произошло. Ну да, вот такой интересный заголовок. Why China's Evergrande crisis is not a big problem for the USA экономики. Ну то есть, почему кризис Evergrande не является большой проблемой для экономики США. Но может быть конкретно кризис Evergrande и не является большой проблемой для экономики США. Но если обвалится китайский строительный сектор весь и китайская экономика, это уже будет являться очень большой проблемой для экономики США. И потом, конечно, люди, которые утверждают, что вот кризис с Evergrande, который ведет к таким последствиям, не является большой проблемой для экономики США, они забывают одну важную вещь, что до сих пор многие американские хедж-фонды, пенсионные фонды, они инвестируют в китайские акции и облигации. И, соответственно, если там все рухнет, даже тот же Evergrande или связанные с ними компаниями, то, соответственно, для Америки это тоже будет не сахар. И уже текущая ситуация, она очень напрягает. Так, друзья, давайте немножко вернемся на землю российскую. По поводу позиций на форте ММВБ. Давайте рассмотрим, вот что у нас здесь на РТС сформировалось. На РТС, судя по всему, юрики на сегодня делают ставку на то, что РТС будет продолжать снижаться. Газпром. Здесь тоже ставка на продолжение снижения. Ну, кстати, Газпром из всех акций выглядит достаточно уверенно. Я бы даже сказал, судя по графику, у него вполне может произойти отскок, хотя бы небольшой. Сбербанк. А вот у Сбербанка как раз ставка на то, что Сбер должен отскочить. Но на самом деле, действительно, вчера вечером разбирали график. Там у него такая ситуация, что малейший какой-то чих позитивный, и Сбер полетит наверх, ну хотя бы в район для начала 332. Так, Норникель. Здесь, конечно, ликвидность не айс, но ставка у юрлиц на отскок. На самом деле у Норникеля там ситуация немножко непростая, потому что он не допадал до того уровня, от которого он может отскочить. Ну, чуть позже мы его посмотрим. Роснефть, ставка на продолжение снижения. Рубль-доллар, ставка на то, что доллар к рублю продолжит рост. А вот по евро-рубль ставка на то, что рубль к евро укрепится. Евро-доллар, здесь ставка на просадку евро к доллару. Бренд, ставка на отскок и на рост нефти. Серебро, ставка на снижение серебра. Золото, здесь ставка на отскок и рост золота. Ну, кстати, по золоту с учетом заседания ФРС должна быть просто шикарная волатильность сегодня и завтра. Так, а вот природный газ Хандрит, ставка на то, что природный газ будет проседать. Так, друзья, далее давайте рассмотрим, что у нас происходит с ключевыми индикаторами и активами. ВИКС, дневной таймфрейм, ну, в общем-то, вчера вот 29, почти 30 сделали, ну, достаточно тревожный звоночек, потому что если сегодня вот это движение повторится, то весьма вероятно будет пробой 29, 29,5, и, соответственно, отсюда тогда разовьется движение, у которого первая цель будет 35-36 сюда вот, и потом тестирование на пробой уровня 41-42. Такое движение, если получает сегодня развитие, ну, это может привести к тому, что рынки начнут очень сильно проседать. Так, ну и вот по ВИКСу пока что еще торги не начались, сейчас 7.40 по Москве. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, сегодня он пытается скорректироваться и, соответственно, сходить вот сюда, вот в район 92.85. Вчерашнее движение указывает на то, что есть достаточно ощутимая вероятность того, что, соответственно, вот это движение произойдет. Но такой сценарий на откат, продолжение отката DXY, он будет аннулирован, если сейчас
пойдет движение наверх и будет пробитие 93.45. Вот эта линия сейчас, она скорее всего выступит как лакмусовая бумажка, и соответственно это придет к тому, что будет очень быстро протестировано 93.73 и пойдет дальнейшее движение наверх. Но сейчас, если рассматривать сегодняшний день до обеда по Москве, вот это движение, если оно развивается вниз, и здесь возникает пробой 93.06, 93.07, то, соответственно, мы уже сегодня можем увидеть сползание по ВИКСу, у которого цель будет 92.85. Вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее S&P 500, это SFD на фьючерс. Ну, здесь все нормально, развивается отсюда отскок. Соответственно, цель у этого отскока – это забраться на эту желтенькую линию 4485. Что здесь может все испортить? Может все испортить, если будет дальнейший задерг вниз и, соответственно, пробой 4230. Вот это движение, если будет взято и здесь возникает пробой, то это может привести к тому, что рынок просто сорвется в штопор моментально. На текущий момент, судя по всему, отсюда развивается коррекционный отскок, у которого цель вот эта желтенькая оранжевая линия 4485. Так, друзья, далее давайте быстренько одним глазком крипту взглянем. Эфир, тоже 4-часовой таймфрейм. Соответственно, здесь у нас эфир нащупал поддержку. Поддержка это 2970-2850. Вот здесь вот в этом диапазоне. Что здесь примечательно? Вот это движение, если оно сегодня не повторяется на пробой 2780, то у нас здесь возникает консолидация и отсюда будет отскок в район 3580-3600 вот сюда к этому значению. Так, друзья, далее золото. Золото у нас находится в таком боковике 1753-1766. Соответственно, уровень 1753 здесь выступает индикативом. Если он пробивается, то весьма вероятно пойдет движение, которое приведет к пробою уже и диапазона 1750-1742. Но здесь, смотрите, значения могут отличаться на московской бирже, на SFD, на комиксе, но смысл такой, что где-то значение, которое чуть-чуть пониже 1742, там может вот это самое значение, оно немножко разнится. И поэтому, наверное, целесообразно ориентироваться здесь на 1740, потому что это послужит некой такой точкой, уровнем, пробития которого придет к тому, что очень быстро произойдет движение на 1710 и потом на 1650. Пока что по золоту вот один из сценариев наиболее вероятных, которые я рассматривал, движение на 1750, он реализовался. Соответственно, сейчас идет набор позиций. Если мы вот в этом диапазоне удерживаемся, то уже сегодня будет отскок целью 1782 вот сюда к этому значению. Так, друзья, далее серебро. Ну, смотрите, у серебра ситуация схожа с золотом, но, с моей точки зрения, оно немножко недопадало. 21,5 надо все-таки взять для того, чтобы уверенно происходил отсюда отскок. Пока 21,5 оно, к сожалению, не взяло. Поэтому здесь существует достаточно высокая вероятность того, что будет тестирование и пробой значения 22. Так, друзья, ну вот с палладием ситуация аховая, и, соответственно, это давление на норникель создает, как ни крути. Недельный таймфрейм по палладию у нас вот это движение, оно, судя по всему, пока еще не завершилось. То есть здесь, если вот эта проторговочка не приводит к пробитию 1785, точнее диапазон 1785-1760, то мы здесь консолидируемся, и отсюда весьма вероятно будет отскок. Но на текущий момент вот это все движение по палладию, оно связано с фундаментальными причинами, которые наложились. С одной стороны, невозможно выпускать автомобили, потому что нехватка полупроводников. С другой стороны, в ближайшей перспективе, если будет сокращение достаточно ощутимое производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то, по крайней мере, на первом этапе спрос на палладий будет снижаться. Потом, когда начнется активное освоение водородных технологий,
то есть выработка водорода, его транспортировка, его сжигание и получение электроэнергии, тогда у палладия откроется второе дыхание. Но сейчас, на текущий момент, когда возникает сокращение производства автомобилей, для палладия это может быть очень существенным давлением. Так, друзья, ну и вот по нефти, переходя к тому, что происходит на палладии, здесь у нас получается, вот стукнулись в уровень 1865 и 1860. Соответственно, от этого уровня сейчас весьма вероятно будет отбой и коррекционный отскок в район 2174. Если диапазон вот этот пробивается опять, то есть уходим из 1885-1860, то, соответственно, здесь следующая итерация – это движение на 1750-1700, если ориентироваться на дневной таймфрейм. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, вот уровень у нас 73.65, 73.75. Соответственно, вчера в этот диапазончик уперлись, и сегодня есть попытка коррекционного отката и укрепления рубля. Цель этого укрепления находится в районе 73.05-73.08. Здесь пробитие вот этого диапазона ведет к тому, что отсюда разовьется движение на ослабление рубля, соответственно, в сторону доллара, цель которого будет 75.35, 75.4. Это первая цель движения. Так, друзья, но переходя к часовику, смотрите. Тестирование уровня 73.25. Вот здесь должно быть пробитие. Если это пробитие сейчас происходит, то у нас цель движения будет на укрепление рубля сходить вот сюда, вот на 72.9, 72.85, вот сюда, вот этот диапазон. Если сейчас в ближайшее время этого пробоя не происходит, то после консолидации в этом диапазоне мы увидим движение, цель которого будет пробой 73.75 и уход вверх. Первая цель движения будет в районе 74.1. Я думаю, ключевой момент – это взятие вот этого уровня, пробой 73.25, 73.2, ну 73.15. Если такое происходит, то мы увидим действительно укрепление рубля. Но сами видите, на такой волатильности в ожидании ФРС по Китаю там вот-вот все должно просесть, то, соответственно, здесь вероятность такого движения, она все-таки не очень велика, но она есть. Поэтому здесь, я думаю, надо сегодня в течение 1-2 часов посмотреть. Я сейчас планирую, что будет происходить. Если все-таки вот этот пробой будет, то весьма вероятно, вот сюда он придет, поторгуется, и потом доллар опять начнет расти. Друзья, все, спасибо за внимание, успешных торгов.